Приветствую, дорогие путники! Мы в прошлой серии с вами получили заказ на медведя, и теперь мы отправимся в путь, чтобы изготовить копье. Между сериями, как я и обещал, я разобрался с волком, а именно пожарил его мясо. Немножко выбросил вот в этот шкафчик всего лишнего. Тут у нас медикаменты, спички, наборы для шитья, также гильза, таблетки для воды и патроны для сигнального пистолета. Сам сигнальный пистолет я тоже оставил в силу того, что теперь у меня есть ружье охотничье. И это ружье мы, естественно, берем с собой. Все это сделано в угоду весу, но веса у нас все равно перебор. 40 килограмм, даже 41 мы с собой набрали. Да. Но при этом у нас есть куча еды, она по ходу израсходуется. Литра 3, литра 3 водички, спальный мешок я, пожалуй, возьму. Все равно мы не можем бежать, но на улице день, пора отправляться в путь. Сейчас, походу, проголодаемся, сейчас, походу, пожрем, попьем, и должно стать легче. Лампу можно убрать. На всякий случай, да, вот ружье у нас есть. Сейчас проверим, насколько оно заряжено. Оно заряжено полностью. Это хорошо. 22 патрончика у нас есть. Давайте глянем карту, куда нам, собственно, нужно. Лучшая защита. И что? Так, но здесь ничего нового. С предметов тоже ничего нового. Места. Ладно, поехали. Если бы я знал, куда нам точно идти, было бы здорово, но я не знаю. На улице достаточно холодно, несмотря на то, что вся одежда у нас в хорошем состоянии. Мы теряем сразу 2 единицы. 2 стрелочки. Это достаточно быстро. А бонуса по неголоду у нас разве нет? По-моему, у нас был бонус, который позволял больше носить. Но его нет почему-то. Возможно, это связано с получением какого-то ранения, а не просто голода. Я вроде как не голодал. У нас, кстати, запах не очень приятный. Точнее, очень приятный для волков. Мы пахнем мясом, причем волчьим. И волчье мясо это как раз первое, на что мы будем обращать внимание в ходе еды, чтобы избавиться от лишних запахов. Что-то здесь находится, возможно. Нет, это просто заваленное дерево. Я думал, может, тут кто-то на кроликов поставил ловушки. Но здесь нет ничего. Кроликов трогать мы не будем, так как у нас запасов еды точно на пару дней есть.
Приятная погода, птички поют. Хотя интересно, какие тут птички могут быть. Солнышко светит, легкий снегопад. Температура воздуха стала уже получше, уже падает не с x2 скоростью, а просто чуть-чуть падает температура. Так, у тебя мы, кажется, были. Да, у тебя мы были. Топорик у нас есть, топорик нам не нужен. В идеале, конечно, топорик куда-нибудь переложить так, чтобы мы имели к нему доступ. Например, в дом Зверолова, но тащить его туда я не хочу. К тому же у нас есть точильный камень, которым можно наточить топор в случае, если он у нас будет терять. Так, ну, я надеюсь, я иду правильно. Насколько я помню, то если мы будем идти вдоль вот этой вот скалистой стены, то выйдем как раз на дорогу железную. Березовая кора, это какой-то там целебный чай из нее можно сделать, а вот это, по-моему, уголь валяется. Да, это уголь. Хорошее топливо нам пригодится. Откуда, правда, здесь уголь лежит, я не знаю. Уголь обычно в пещерах можно найти. Ветер так завывает, и где-то вдалеке воют волки. С волками я, конечно, встречаться не хочу. В случае, если они на нас нападут, у нас есть ружье, но я думаю, возиться с волками мы не будем. Мы не будем там забирать у них шкуру или мясо, потому что нам нужно идти. Да, вон я уже вижу железную дорогу. Там, по-моему, волк ходит. Да. Поэтому я возьму на всякий случай ружье. Но с такого расстояния в целом тоже можно в него попасть. Но это есть шанс промахнуться. А вот с такого расстояния шансов промахнуться практически нет. По идее, у нас гильза отлетела. Гильзы можно собирать, а потом из них делать патроны. Ну, такой слабенький волчонок, всего лишь 3 килограмма мяса. Но, как я говорил, трогать мы его не будем. Пускай себе лежит, как напоминание для других волков. 21 патрон у нас остался. И так будет с каждым.
Все, отлично, у нас опять появился бонус сытости, и это значит, что мы теперь можем носить на 5 килограмм больше, а значит, у нас появилась способность бегать, что прекрасно. Не знаю, правда, когда я потерял способность бежать, когда я потерял этот бонус. Так, секундочку, где на карте? По идее, нам нужно в эту пещеру. По идее, нам нужно сюда. Но судя по карте. Это новая локация, здесь мы еще не были. Сразу по выходу могу сказать, что погода здесь пока еще не изменилась, даже стало достаточно тепло, чтобы температура у нас поднималась. Мы идем по какой-то одной дороге, и кроме этой дороги здесь пока ничего не видно. Так, я предлагаю перекусить сразу, только через рюкзак, потому что мясо почему-то не отобрал. А, у нас еще и кролики есть. Так, ну кролик, судя по всему, портится чуть быстрее, поэтому мы начнем с него. И выпьем воды. Тоже это просто в угоду веса, чтобы чуть-чуть улучшить свое состояние и уменьшить вес переносимый. Вот такие штуки тоже можно собирать. Они съедобны, и из них можно делать труд для розжига костра. Причем весит немного, поэтому это прям прекрасный ресурс. Я не знаю, восстанавливаются ли они. То есть, если мы там через пару дней будем опять здесь проходить, вырастут ли они снова, или мы их соберем, и их конечное количество на карте. Этого я не знаю. Но знаю, что веточки, которые валяются на земле, это по сути бесконечный ресурс дерева, так как веточки из вот этих вот больших деревьев, а во время бури типа осыпаются, и можно их собирать. Впереди какой-то поезд, сошедший с рельс. Возможно, в тех вагончиках есть что-то интересное. Этот вагончик у нас закрыт. Здесь у нас валяется ткань, ее мы возьмем. Что это? Это просто бочки. Здесь можно подняться. Сейчас главное, прыгнем в какой-то вагон и не сможем оттуда вылезти. Здесь лежит уголь. И что это такое?
и антисептик. Уголь, я думаю, нам пригодится, когда мы будем выплавлять копье. Он дает высокую температуру, как топливо. Поэтому я собираю его. Что? Если сюда ведет дерево, значит можно туда пройти или нельзя? Судя по всему, нельзя. Но есть такое же дерево с другой стороны. Ладно, не хочу я лазить по крышам вагона. Мне есть чем заняться. Я иду куда? Куда я иду? Вот сюда я иду. Вот туда я иду, и там дальше, я так понимаю, мы просто проходим... Это проходная локация, мы идем мимо. Там дальше переход в следующую. Я так понимаю, это как дорога на выдержку. Далеко пройдешь, хватит ли тебе сил, еды, ресурсов. Еще я смотрю, что здесь как бы озера, здесь много воды. Не знаю, есть ли здесь места для ловли рыбы, но судя по всему, что кроме этой дороги и озер здесь нет ничего. Так, у нас есть господин Волк. Ну, по идее, можно было бы. Давайте попробуем просто напугать его, чтобы он сбежал. Не будем его убивать. Алло. Так, молодец, Волк. Замороженную тушу ты жевал. 800 грамм мяса, двое кишков и шкура. Ну, по идее, шкуру я бы, конечно, забрал. Но это 45 минут здесь торчать. Это долго. Ладно. Пока главное то, что мы, так скажем, мирно разошлись с волком, который стоял у нас на пути. Да, я его не убил. Да, он, скорее всего, ко мне еще придет. А вот вообще, в принципе, и идет. Поэтому берем ружье. Волк, ну я хотел с тобой по-мирному. Так, не надо мне тут кругами бегать. Я промазал. О, нет. Так. Все не очень хорошо. Скорее всего, у нас попорчена одежда. Медицина, повязка. Используем для того, чтобы остановить кровь. Вон он бегает, как угорелый. Ну, конечно, топором получил. Еще раз медицина. И наложим повязку для того, чтобы избавиться от заражения. Проверим, что у нас по одежде. Одежда наша промокает постепенно. Так, 98, 100, 93. Что, ну, этот шарф чуть-чуть можно будет починить когда-то. В целом, ну, ботинки надо будет поремонтировать. И подштанники. Так, в целом, пока еще состояние неплохое. Одежду лучше поддерживать сразу в хорошем состоянии, чтобы потом целую кучу раз не чинить одну и ту же вещь. Так, разочек починил, и раз, ты уже с хорошей вещью. Я промазал. И гильзу, кстати, не собрал, ну ладно. А ну-ка, секунду. Одну секунду, друзья. За моим окном разбушевался дождь, пришлось его прикрыть, и я вернулся. Все-таки стрелок из меня так себе. По идее, у нас осталось 20 патронов. И зарядим еще раз ружье.
Да ладно, как вы меня достали. А, ты не ко мне идешь? Или ко мне? Куда ты идешь? Да, ну, все, я разучился стрелять. Мы еще раз получили кровотечение, тяжелый ушиб и Gotta разорванную stop that одежду. blood loss. Да, нужно остановить кровь. Хорошо, что у меня есть запас повязок. Я надеюсь, это был последний волк, которого я промазал. Где гильза? Если я так и дальше продолжу стрелять, то как бы ружье мне не поможет. Я предполагаю, что, возможно, я слишком близко подпускаю к себе волка. Возможно, стоит просто раньше стрелять. Но по идее, вот этот волк, которого мы сейчас отбили, он уже не должен на нас напасть. Он должен где-то там убежать и сдохнуть. С одеждой все стало чуточку хуже. Теперь как бы мы немножко больше боимся холода, так как наша одежда повреждена волками. А еще одежда промокает. Прямо сейчас промокает. А вот мы можем это оценить. Почти наполовину промокшей одежды, и это очень плохо. Промокшая одежда это очень холодно. Я-то знаю. Лучше вообще без одежды, чем в мокрой одежде. Так, что-то он уже начинает зевать. Кустарник нам не интересен. Как какой-то вагончик. Возможно, не обязательно перестреливать всех волков, можно просто потратить факелы. Идти в сопровождении волков до своей цели. Но просто вопрос в том, что здесь карта длинная, факел потухнет. Металлолом, дрова. Ну, какие-то This gear's ресурсы starting здесь to slow есть. me down. Стало тяжело. Но дрова на этой локации оставлять такое, конечно, себе лучше взять с собой. А раз стало тяжело, можно что сделать? Правильно, можно пожрать. Сейчас мы пожрем. Опять какое-нибудь мясо кролика. И еще раз пожрем. И теперь попьем водички. Вот сразу легче стало. Кстати, наше здоровье опустилось уже ниже половины. Это значит, что не помешало бы выспаться при хороших показателях всех характеристик, чтобы оно восстановилось. Во время сна здоровье восстанавливается при условии, что у нас нет болезней, травм или еще чего-то такого. Так, по-моему, мы почти дошли. Да, вот, это уже тот самый выход в следующую локацию.
скоро вечер. Если следующая локация это тоже просто длинная дорога, непонятно куда, то, возможно, где-то здесь стоит заночевать. Давайте выйдем, посмотрим, что там нас ждет. Одинокая топь называется эта локация. И, ну ладно, отправимся пока вперед. Пока еще видно. Я надеюсь, давайте взглянем еще раз на карту, что тут, куда нам здесь. Нам здесь аж куда-то туда. Лучшая защита. Это далеко. Но здесь есть ремонтная площадка. Возможно, там мы сможем найти, а, как это правильно называется, убежище временного пребывания. Главное больше не натыкаться на волков, а с голодом и холодом справиться мы сможем. С холодом, кстати, не особо. Потому что вещи наши травмированы. Но сейчас ложиться спать, во-первых, еще рано. Мы проснемся вообще ночью. Ночью будет очень холодно. Ну и второй момент, что мы просто на улице. На улице можно и замерзнуть, если ты будешь спать зимой на улице. А это нам ни в коем случае не нужно. Не знаю, куда здесь идти. Давайте взглянем еще раз на карту. Ну, по идее, короткий путь через горы, но можно ли там пройти, типа вот так? Вот так пройти не получится, придется обходить. И здесь придется обходить либо вот так вот, либо вот так вот, либо вот так вот. Этот путь получится самый длинный, но мы пройдем через ремонтную станцию. А так больше, походу, ничего здесь нет. Тихо. Кто рычал? Я понял, кто рычал. Мы сейчас просто обойдем этого волка, трогать, отгонять его не будем. Просто он там с кроликом играется. Пускай себе дальше играется. Кушай, кушай. В принципе, его можно сразу застрелить. А здесь тупик, да? Там дальше нет дороги вообще. Я понял. Значит, так мы не пройдем, и нам придется проходить мимо этого волка. Ну, как проходить? Я попал в него. Там, вон, видите, лужа крови. Сразу собираем гильзу, заряжаем патрон. А, он пошел, зафигачил еще одного кролика. Нормально. Ну, этого кролика мы возьмем. Че, бесплатная добыча. Спасибо волку. Этот волк 100% где-то умрет. Я ему попал в область шеи, по-моему, где-то так. И вот по каплям крови его можно выследить. Но мне это не надо. Сейчас, если мы найдем еще одного кролика, которого он сейчас загрыз тут где-то, по-моему, пищал кролик. Будет неплохо. Тем временем 18 патронов у нас осталось.
Ой, как я не люблю такой лед, это опасно. Лучше так не ходить. Сейчас как провалимся, а потом нас будет ждать катастрофа. Нужно будет срочно где-то отогреваться, что-то делать. Так спокойно погулять уже не получится. This pack is getting too heavy to carry. Ой, собрал одну травинку и стало тяжело. Да ладно, ты должен стать лучше, чем вчера, сильнее, чем вчера. Ты можешь нести больше. Тем более это полезно. Уже устал персонаж, еще немножко и придется. Кстати, он, возможно, ему стало тяжело, потому что он реально устал. И кофе в этом вопросе поможет. Но я бы хотел обойтись без кофе. Я бы хотел просто дойти до какого-нибудь укрытия и лечь отдохнуть. Целая куча каких-то следов. А, здесь волк с ума сходил. Вот, видим каплю крови. Я его, кстати, не отслеживал специально, но случайно наткнулся. Вот туда дальше кровь идет. И мы слышим жалобное скуление. Возможно, он еще не сдох. Следы и кровь ведут нас к волку. Вон он убегает. Интересно, он все еще агрессивный для того, чтобы на нас напасть? Либо просто будет мирно умирать? Судя по всему, не совсем мирно, но умирать он будет. Перезаряжаемся, собираем гильзу. Ты был хорошим волком. Ты заработал мне кролика. Только не говорите, что здесь тоже тупик. Зачем я сюда так долго шел? Ради волка? Он мне не нужен. Волк, ну, как бы, сорян. У тебя все равно другого выхода уже не было. Ты был ранен. Сам себе медицинскую помощь ты оказать бы не смог. А от моей ты явно отказывался. Поэтому я помог, чем мог. Избавил тебя от страданий. Он и сюда забегал. Жалко, конечно, тратить по 2 патрона на волка, когда можно вырубать их с одного. Если бы мы подождали дольше, не прям пошли за волком, то он бы умер сам, это точно. Так, надо взглянуть на карту для ориентировки, и мы зашли куда-то вообще не туда. Я сейчас, по идее, зашел в тупик, а мне надо вот туда куда-то. Это получается, изначально я, наверное, зашел куда-то сюда, либо сюда. О, блин. Ну ладно, здесь пока вроде как есть куда идти или нет. Сейчас мы осмотримся. Но, судя по всему, это тупик, и придется сейчас возвращаться. Если это так, то это грустно. Возможно, где-то там можно пройти. А, вот. Мы, похоже, дошли куда-то сюда.
Ладно, сейчас я, похоже, опять смогу выйти на дорогу нормально. И, скорее всего, придется выпить чашку кофе, потому что что-то персонаж подустал. Усталость снизилась, у нас есть эффект от кофе. А я здесь уже ходил, это мой след. Я пришел сверху. Погодите-ка. Сейчас я начну ходить кругами. Ладно, нам нужно прямо и направо. Если будет там такая дорога. Но сейчас окажется, что я опять приду в тупик. Вот эти вот ориентировочки по местности, это не мой конек, как вы могли уже заметить. Ну да, это скорее всего тот самый тупик. Либо нет. Либо да. Либо да, это тот самый тупик. Я просто как-то прошел по кругу и вернулся. Кое себе удовольствие, конечно, ходить кругами. Ну ладно. Меня пугает, что мы потеряли много времени, при этом я не приблизился ни на шаг к какому-нибудь укрытию, убежищу. Нужно найти, где заночевать. Проводить ночь под открытым небом в таких условиях — это не самая хорошая идея. Хотя бы пещеру, какое-нибудь укрытие, куда прям ветер не задувает, чтобы мог гореть огонь. Дрова у нас есть. Так, у нас вроде как еще одна чашка кофе есть. В случае, если эффект этой закончится, можно будет выпить еще. Но я опять пришел к волку, и здесь тупик. И здесь тупик. Что мне говорит карта? Мне говорит карта, что мне нужно куда-то налево, скорее всего. Куда-то налево — это куда-то вот туда. Подняться здесь и выйти налево не получится. Эта дорога ведет по кругу назад. Значит, нужно искать где-то здесь дорогу. Где-то дальше проходить. Можно опять пожрать.
Что-то мясо волка не особо насыщает, я вам скажу. Ну ладно. Поднимается метель. Температура, кстати, нам повезло, было достаточно тепло, и она восстановилась до полного. Усталость снизилась, у нас закончился эффект кофе. Сейчас уже начинается какая-то страшная метель. Это может прискорбно повлиять на видимость, и тогда это будет вообще катастрофа. Если еще и нифига видно не будет. Ладно, там водопад, там тупик, сюда тоже не пройти. Я прям потерялся, честно говоря. Как же здесь пройти? Ну, по этой дороге я просто вернусь и выйду опять к тупику. Надо идти куда-то. По той дороге я приду опять в тупик с волком. Есть ли там какой-то проход рядом с водопадом, какая-то пещера? Не знаю. Ну что, начался такой жесткий ветер, это прям грустно и очень плохо. По той причине, что даже огонь гореть не будет. И в случае чего мы просто замерзнем. Этот склон похож на какую-то дорогу, конечно. Но вряд ли это выведет нас куда-то. Скорее всего, заведет просто в очередной тупик. Будет очень смешно, если на самом деле выход был где-то прям рядом с самой первой дорогой. Нужно было там просто в другую сторону где-то повернуть. И все было бы гораздо проще. Кстати, вон там дерево, по которому можно пройти от одного камня к другому. Может быть, так и стоит поступить. Может, там можно где-то подняться, выйти. Давайте проверим. Чтобы еще раз кругами прям не ходить, попробуем вариант с деревом. И это нас куда-то выведет. Потом куда-то вот туда. Давай, Маккензи, ты можешь? Ну-ка. Ну, похоже, это правильный путь. Что-то я сразу не заметил этого дерева. Ура! Ура! Так, уже вечереет. I'm gonna need to Скоро rest soon. солнце сядет. И наступит тьма. Но, слава богу, у нас есть лампа.
Даже во тьме ночной мы сможем продолжать двигаться при сносном освещении. Кстати, поднялся сюда, и как-то буря утихомирилась. Это, видимо, там из-за водопада такой эффект. Сейчас тут можно ноги поломать. Аккуратно. Спустился. Ура. И температура снова растет. Здесь тепло. Это прям хорошо. Можно не париться насчет температуры. Но в следующей нашей паузе нам нужно будет починить вещички. Вот сейчас я, кстати, не знаю, куда я иду по направлению. Я выхожу опять на эту дорогу, но уже дальше, уже за тупиком. То есть мы просто как обошли. А заметил я это дерево сразу, то мне бы не пришлось сталкиваться с волком второй раз и тратить на него лишний патрон. Вот он тот завал, и нам сейчас сюда. Там ходит то ли олень, то ли лось. Если это мирное животное, то мы не будем его трогать. У нас нет на это времени. Если это не мирное животное, то будем трогать в качестве самообороны. Это мирный олененок, который поскакал себе по своим делам. It's getting dark out here. Там волков Time быть to не look for должно, shelter. я с ними уже разобрался. Так, здесь у нас опускается туман, можно пойти куда-то туда и куда-то вперед. Давайте-ка смотреть. Куда-то туда. Что здесь у нас? Здесь у нас тупик, но, возможно, здесь можно типа переночевать. Куда-то вперед и направо тоже ремонтная площадка. Возможно, там можно будет переночевать. Но пока пойдем по дороге. Жесткий туман плюс ночь — это очень плохая видимость. Кстати, по собственному опыту могу сказать, что если вы идете в очень сильном тумане, ночью, например, то лучше идти без фонарика. Потому что так вы хоть что-то видите на каких-то там 20-30 метров вперед. Если вы идете ночью в тумане и включаете фонарик, то ваш фонарик просто упирается в стену тумана, и вы светите прям с минимальной видимостью.
Не видите вообще ничего, кроме самого тумана. Ремонтная станция. Я не знаю, можно ли здесь залезть куда-то в середину. Если можно. Или это просто вагон. Короче, что-то. Куда-то мы пришли. Что-то здесь есть. Можно? Можно сюда залезть? Ну-ка. Нельзя. Поросенок здесь нарисован. И здесь есть спуск направо. Перевернут вагон. Мох не помешало бы собрать. Он нас спасал уже не раз. Как антисептик. Можно было, кстати, антисептик пить. Но я почему-то пользовался природными ресурсами. Ну-ка. Залезай. Спички, шарф. А вот и медведь. Oh shit. Так, дружище. Я сейчас не в самой лучшей форме для поединка. Давай мы перенесем нашу... Ну, не так, конечно, я планировал перенести. Я хотел мирно разойтись, назначить дату, там, ринг, зрителей, все дела. The lights. Смотри, как сияет. Я катастрофически замерз, очень холодно. А где свет? Нам нужен свет. So cold. Давай-ка. Just Очень lay down холодно. for a bit. Очень холодно. Но есть огонь. Здесь сидит, скорее всего, Is that a наш campfire? друг, который уже неоднократно встречался на нашем пути, Мафусаил. Ну, я так подозреваю. Сейчас глянем, кто это. Но бесплатный огонь — это хорошо. Здесь можно прям у костра прилечь, поспать. Все, отогреться. Ну-ка. Мафусаил, здорово. А еще обычно у тебя есть кофе. Да? You again? How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear. The cold, hunger. The old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man. I'm not sure. You still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. Значит, северное сияние — это результат чего-то. И в данном случае Мафусаил поинтересовался, как идет наша война между человеком и природой. Сказал, что когда он нас нашел, то I've had a lot of не trouble видел with никакого wildlife медведя. lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So you think the aurora is influencing the wildlife too?
There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity? The power? And everything dependent on it. Animating it or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Так, вот и поговорили. Ячейка для готовки, но, по-моему, готовить мне особо нечего. Можем так кофейку себе приготовить. А, уже почти утро. Давайте приготовим чай для лучшего отдыха. Вот так. Пока разложим здесь спальный мешок у костра. Давай. То ты не хочешь ложить. Здесь вот хорошее место. Отлично. Прямо у костра. Сейчас мы пожрем, попьем, все будет супер опять. Ну-ка еще поесть. Так, сейчас нужен какой-то кусочек поменьше, если он у нас есть. Его у нас нет. Ну тогда ждем чай. Выпей-ка это, пожалуйста. Все, замечательно. Поднять. А ну-ка скажи, пожалуйста, сколько воды у нас осталось? 3,57 литра. Нормально, можно напиться воды и лечь спать. Эффект более эффективный отдых от чая. И спим мы, значит, 4 часа. А, он, кстати, почему-то спать не хочет. Наверное, выспался, пока был в отключке. Но сейчас мы хорошенько отдохнули, согрелись. Можем продолжать свой путь дальше. Уже наступило утро, но пока здесь тепло, давайте приведем свою одежду в порядок. А ткани... У меня много тканей, или я все повыкладывал? Я вот не помню. Ладно. Есть, это у нас отремонтировано. Теперь нужно отремонтировать ботинки. Снова хорошо. Все прошло удачно. Носки в порядке. Вот эти штаны можно отремонтировать. Ага. Окей. А эту куртку тоже можно отремонтировать. Там уже и день прям наступил. Есть. Вот это вот тоже отремонтируем и пойдем дальше. Все отлично, костер, тепло. Сейчас мы снова пожрем. Выпьем вот эту вот. Я сначала поедим мясо.
Теперь выпьем баночку напитка, чтобы он не портился. Погнали. Благодарочка Мафусаилу за то, что он нас приютил, дал отдохнуть. Сейчас глянем, что в этой машинке. Здесь также есть аккумулятор, но мы его оставим здесь. Помним, аккумулятор весит 15 килограмм. Это для нас неподъемно сейчас. Здесь есть небольшой перекус. И все. И все. В багажнике у нас тоже нет ничего. И куда, собственно, нам сейчас нужно? Нам нужно вот сюда. Так. Это неправильная дорога. Правильная вон та. Вот мы и пришли на какую-то территорию. Здесь ограждено забором, таким весьма и весьма надежным. В этой будке ничего нет, но как вариант здесь нет ветра, типа можно спрятаться, согреться. Будем иметь в виду. Там не особо, конечно, тепло, но хотя бы нет ветра. Что это такое? Это провода. Это у нас можно порубать на дрова, на доски. Стоят машины. В этих машинах тоже интересный есть аккумулятор. Ну-ка. Нет, здесь машина без аккумулятора. Кто-то уже вытащил, использовал. В машине есть антибиотики. И что в бардачке? И пусто в бардачке. Сейчас мы проверим, что в этой тачке. Здесь аккумулятор присутствует. Напиток. Hope nobody needs this anymore. Спички, еще напиток. Это прям богатая машина. Дверь заперта. Но сюда вот можно войти. Шапка из хлопка. Здесь батончики кто-то повыкидывал, ЕРП. Кто-то... А, нет, ЕРП. Это бумажка с ПДРП. Смятая записка. Давайте прочитаем текст. Месяцами работали бесплатно. Еще и разбирались с этими лесными психами. А теперь, значит, меня отправляют к ним? Ну уж нет. Последняя поездка, и я ухожу. И будь что будет, если хочешь помочь, встречаемся у летних домиков на дальнем берегу загадочного озера. Двигаться будем оттуда или... Ну, это какой-то отрывок записки. Здесь весьма холодно, несмотря на то, что мы в помещении. Здесь не дует ветер. Все равно температура падает. Здесь есть печка, которую я уже заметил. О, приличная шерстяная шапка. Это хорошо, это возьмем. Ножовка. Такого инструмента у нас еще не было, поэтому мы заберем. Ну, полено пускай полежит возле спички. Ой, возле печки. И... Снова обезболивающие, повязки. Повязки это круто. Напиток. All this gear is slowing me down. Так, куда-то я попал
на другой этаж, что ли? Можно ли выйти назад? Не знаю. Да, можно. Покинуть цех. Здесь, кстати, теплее. Картонную коробку разбирать мы не будем. В этой машине аккумулятора нет, бардачка нет. А что нам здесь, собственно, надо в целом? В общем и целом. Возможно, ничего. Давайте взглянем на карту. Нам нужно сюда. Поэтому предлагаю долго здесь не ходить, а отправиться дальше. Просто дальше. Что это? Всякие коробки. Ткань. 15 минут будем ломать на ткань. Надо ли она нам? Не знаю. Так, вещи. Мы тут собирали шапку. 1.407. 1.407. То есть эта шапка лучше, чем та шапка. Древесина. Здесь можно разжечь огонь и что-то готовить. Кстати, так как это мастерская, здесь могут быть растворитель пней. Нифига себе, зачем это надо? Ага, из этого можно изготовить порох. Вот оно. Мы на первом шаге к изготовлению собственных патронов. Потом откроем здесь фирму свою по That'll come in изготовлению handy. оружия. Весьма качественный топорик, но его я оставлю здесь. У меня есть топор. Ну-ка, открывай еще один ящик. И спички, как всегда, и повязка. Повязка хорошо, спички окей. Спичек у нас целая куча. Целую кучу мы оставили у зверолова. Что это за комната? Здесь у нас бумага, поесть и вода. Это хорошо. Газетный рулон нам не нужен. Попьем. Попьем напиток. Еще попьем напиток. Радио не работает. Давайте включим свет, а то как-то пасмурно здесь. Вдруг что пропустил. Вот верстак, кстати, в верстаке тоже может быть что-то интересное. Lamp fuel. Топливо Can для use this. фонаря и спички. Очень даже интересно. Можно изготовить крючок. Ну да. Пока здесь только крючки можно изготавливать на верстаке. Ну что, добро пожаловать на выход, да? Давайте сейчас починим шапку. Вот эту. И наденем ее. Вот, носить. Вообще класс. Шикарно. Теперь 1.5 и 1.0. Ну да, пока у нас лучшая одежда из возможной. А вот, кстати, еще топливо. Кстати, еще топливо. Кастрюлька.
Я разломаю просто, чтобы был у нас какой-то запас ткани. Мы ткань потратили. И двигаемся на выход. В этом ящике я уже смотрел, не смотрел? Нет, не смотрел. Так, давай-ка, убирай. Металлолом. Ну, как бы мы уже собрали высушенные кишки и кожа. Нормально. Мы уже собрали целую кучу металлолома, и, возможно, это опять просто лишний груз. И сейчас мне нужно выйти отсюда. Я хочу на улицу. Мне пора отсюда валить. Вот здесь еще какой-то контейнер. What have we here? Перчатки. Но в таком состоянии нам интересны только как ткань. Давайте брать их не будем. Леска. Леска это полезно. И пусто. Покинуть цех через эту дверь нельзя, она закрыта. Поэтому идем к следующей. Опять у нас жуткий перевес, много всего набрали. Газировка. А ну-ка, скажи, что у тебя есть чашка кофе. Есть. Нормально. I could use this. Чай. Банка консерв. И что у нас в морозилке? Ничего. Это мы возьмем. Закрытый шкафчик, в Could end up котором being useful. снова горючее и ткань. И также свинина с фасолью. Здесь можно поспать. Здесь еще есть металлолом, но я думаю, нам уже хватит металлолома. I think I can use this. Набор для шитья это полезно. Хотя у нас их уже достаточно хороший запас есть. Так, вы меня отсюда вообще выпускать собираетесь? Движок, кстати. Воу! Вот это находка. Здесь человек, оказывается, все это время лежал. Опять металлолом, книги, еще топливо для фонаря. Сломанный. Это можно, короче... Благодаря пилке мы можем разбирать металл на металлолом. Фальшфайр. Сломанный телевизор. Здесь у нас перчатки. Hope nobody needs this Но их мы anymore. возьмем. Опять металлолом, топливо, фальшфайр. Металлом я оставил. Фонарь. Ты в каком у нас состоянии? На 71% в хорошем. А наш фонарь в каком состоянии? Если что, сейчас махнемся. Наш фонарь. Где ты? Наш фонарь на 85. Наш фонарь получше будет.
Как много здесь всяких шкафчиков, всякой фигни, которую можно осматривать. Эта станция очень богата на This'll come ресурсы. in handy. Рабочие ботинки нам не интересны. Ну, разве что только разбирать их на на кожу. Потому что кожа нужна. Приличная ветровка. Ну нет, у нас гораздо круче. Is it food or... Давайте ботинки сразу разберем, пока мы находимся в хорошем месте. Сейчас я только потушу. Вот так. В хорошем месте имеется в виду, что здесь безопасно. Действия собрать. 1,5 часа мы на это потратим, но зато у нас будет высушенная кожа. Ее не так легко найти, поэтому этим я брезговать не стану. Но также заодно поразбираем все вот это. И здесь же можно будет прилечь отдохнуть. Но эта шапка пока в хорошем состоянии, а эту можно собрать. Это тоже я взял ради высушенной кожи. Все, супер. Прям хорошо. Чуть-чуть мы наполнили ресурсами. Здесь какая-то печь или что это такое? Куча угля. Ну-ка. Разжечь огонь. Мы нашли крутую печь и кучу угля. Это нам пригодится в будущем. У нас 3 штуки угля есть. Я не стану его, конечно, бросать здесь. У нас очень большой вес. Давайте шкуру кролика и кишки кинем здесь. Я забыл что-то за этого кролика вообще. Я думаю, мы сюда еще вернемся ради этой печки. Она нам пригодится, либо ради угля. Ну, а если не вернемся, то в целом не так уж и жалко. «200 грамм кроличьего мяса». Ну, в целом, пускай будет. Будет где-то огонь. Приготовим. Так, все, давайте, пора меня выпускать. Выпускайте кракена. Где подходящая, собственно, дверь, которая нас выпустит? Вот это, по-моему, она. Хорошее место по ресурсам. Покидаем цех и выходим на улицу. Продолжаем наш путь к отметке на карте. Вау. А здесь я что-то пропустил, не был. Либо мы здесь вообще не были.
Шерстяные This stuff will носки. come in handy. Еще жрачка. Ну-ка, обыщем шкафчики, которые здесь стоят. Антисептик. Энергетический напиток, спички и пустой шкафчик. А здесь Could end up being еще useful. спички. Кровать. Ну, в целом здесь тепло, здесь спокойно можно спать, учитывая, что кровать дает еще бонус к температуре. Сама по себе. И самое время решать, остаемся ли мы здесь на ночевку, либо проходим дальше. Сейчас вот уже настанет ночь, поэтому спокойно можно остаться на ночевку и отправиться дальше уже на следующий день. Так, пока мы залезем в рюкзак. И что нам нужно? Нам нужна эта лампа, чтобы ее заправить. Действие заправить. Все, заправили лампу. Так, у нас тут появилось еще выстрелы с озера. Обойдите загадочное озеро и осмотрите область вокруг домиков. Интересно. Интересно. И смятая записка, которую мы уже читали. Вполне скоро наступит. Здесь тоже какая-то... Так, еще одна записка. Эти огни в небе самым странным образом влияют на работу машин. Мы нашли старый сарай. Компьютеры и лампы то и дело сами собой включались. Когда северное сияние прекратилось, мы стали пытаться выйти на связь с главным офисом. Но пока ничего не выходит. Возможно, связи просто нет. Нас всего несколько человек. Все из команды по обслуживанию и зимний период. Кое-кто хочет двигаться к побережью. Попробовать добраться до местных. Если кто-то это читает, мы все ушли туда. Мы все еще надеемся, что уходить не придется. И Брейерхаус пришлет кого-нибудь на выручку. Мы затащили внутрь бочку и развели в ней огонь, но холод все равно адский. То есть группа людей, которая верит, что не придется им уезжать, уходить отсюда. Они пошли к домикам где-то на побережье в поисках местных. Также у нас появилось задание осмотреться на озере, что там были слышны выстрелы. Возможно, это как раз-таки связано. Но я предлагаю все-таки остаться здесь на ночь. Остаться на ночь, да. 9 часов отдыхаем. Включилось, кстати, электричество. Слышим звук характерный. Значит, ночью было сияние. Наше здоровье полностью восстановлено. Наше здоровье в порядке. Теперь, спасибо зарядке. Теперь можно перекусить, напиться воды. Это в очередной раз немножко уменьшит вес. Вот это, например, пожрем.
батончики всякие. Ну и воды. А нет, вот это вот тоже нужно выпить, иначе оно скоро прям испортится окончательно. В качестве воды пройдет. Пятьдесят 55 килограмм нашего веса, точнее нашего рюкзака. Что еще делать, пока темно? Пока темно, я прям даже не знаю. Можно покрафтить всякую штуку. Типа здесь. Давайте. Это приготовили. Это приготовили. Ну, повязки я делать не буду. Мы там находили пару штук. Этого пока достаточно. Труд. Можно делать труд, но из чего? Ага. Так, это нам показывает, что у нас еще одна записка появилась. Кровать, давайте. Часочек еще поспим. Все, ты проснулся. Оно уже начинает вставать солнце. Поэтому зажигаем огонь и отправляемся в путь. Скоро должно стать чуть-чуть теплее. Главное сейчас не заблудиться. Посмотрим на карту. Нам нужно куда-то сюда. Куда-то туда. Ой, неожиданный волк. Даже шороху не подал. Ни единого звука. Как Need some же first так? aid. Я его даже не услышал. Так. Вы чё, сумасшедшие? Сейчас будет второй... Я сейчас обратно пойду спать, потому что эти волки... Прям, можно сказать, поиздевались и избили меня. Gotta stop that blood loss. 2 нападения, я только вышел из домика, вы чё? Так, у нас серьезная травма есть. Нам нужно антисептик вот сюда. Давайте. Я помню, у нас I'm были gonna bleed out повязки. soon. Повязки использовать. Есть, кровь остановили, уже здорово. Что здесь у нас? Либо 2 часа отдыхать, либо повязка.
Здесь у нас обезболивающее. Но обезболивающее можно выпить. Сейчас мы вылечимся. Пойдемте, короче, дальше спать. Пришли, получили люлей от волков и ушли спать. Конечно. Так оно не годится, так не должно было произойти. Либо мы дойдем. Можем туда вообще, в принципе, дойти. Как бы далековато. Но еще просто вопрос в том, что сейчас прям утро. И хорошее время для того, чтобы куда-то идти. Ладно, пойдем. Пойдем вперед. Выспимся уже там, на месте. Но второго волка я, конечно, ожидал. Я его не видел, потому что было темно. Я его хотя бы слышал. А первый волк просто из ниоткуда появился. Стало более-менее сносно светло. Впереди у нас какое-то озеро. Я вижу следы волков, но это те волки, которые на нас нападали. Я переживаю, что следующего нападения волка такого можем и не пережить. А это озеро в целом выглядит как будто бы знакомо. Looks like a new day is dawning. Кстати, холодно, но это возможно и потому, что волки нам порвали одежду. И опять ее придется ремонтировать. Так, куда? Получается, нам куда-то через озеро надо проходить. Там чья-то тушка лежит. Какой-то домик небольшой, как вышка охотничья. Опять-таки желания заниматься разделкой здесь у меня нет никакого. По ресурсам у нас порядок. У нас не порядок только по здоровью. Перья пособирают. Мясо чуть больше килограмма, шкура и кишки. Все это дело у нас, конечно же, заморожено.
Как я и говорил, охотничья засидка. А тут почему-то здесь прям темно. Ну-ка. Капкан. Think I can use Здрасте, this. приехали. Нормально. Тут можно ловить зайцев. Следы, не знаю, чьи, волка, не волка. Мох. Соберем. Сейчас. По идее, нам надо вот так вот обойти и все. Значит, мы идем в верном направлении. Единственное, что нас может остановить, это либо перевес от того, что я собираю чуть ли не все подряд, либо волк, который нас нападет и уничтожит. Здоровья слишком мало. Поэтому нельзя допускать нападения волка. Мы должны напасть на волка первыми. А все так хорошо начиналось. Утро, прям отличное состояние всего. Одежды, еды, сна. И так все не очень хорошо закончилось. А так, я вижу пещеру. В пещере должно быть тепло, поэтому температура сейчас нас, по идее, волновать перестанет. Дрова. Ну, дрова я здесь оставлю. У нас и так жесткий перевес. Сейчас вообще не смогу ходить. Теперь вопрос. Ага. То есть тут даже обходить не надо. Тут сейчас нас пещера приведет как сквозь скалу. Ну, я надеюсь, что это не тупик. Или это тупик? Ну нет. Нет, это похоже тупик. Именно здесь можно переночевать, отдохнуть, все такое. Но это нам не нужно. Ни ночевка, ни отдых. Сейчас нам нужно просто добраться до нашего места. А я уж было надеялся, сейчас так сквозь скалу пройдем через пещерку. Но нет. Выползаем отсюда. И по карте. Куда нам надо идти по карте? Это хороший вопрос. Там нет прохода, это тоже тупик. Подниматься туда, я сомневаюсь, что мы там выйдем куда-то. Ну-ка, давайте взглянем. По идее, нам надо как-то вот так обходить. Кстати, можно уже убрать, уже достаточно тепло, ой, светло.
Кто-то там внизу бегает, скорее всего, это волк. Зайца бы я с такого расстояния не увидел. А волк сейчас начинает охоту. Так, ладно, я дошел уже в очередной раз до обрыва. Конечно, спускаться так очень рискованно, поэтому опять нужно обойти через нормальный спуск. Не хочется тут ноги поломать. Вот так. А нет, это все такие зайчики, похоже, бегают. Я вижу мост. И, возможно, как раз по этому мосту нам и нужно проходить. Да, выживание, оно подразумевает в себе то, что вы будете... Есть два пути, как бы, либо ходить и собирать всякие ресурсы в разных местах, либо обосноваться в одном месте, настроить производство и добычу. Конкретно в сегодняшней серии у нас первый вариант. Мы ходим, всякую штуку собираем, а также ищем место, либо копье, что-то ищем, короче, что поможет нам разобраться с медведем. А здесь закрыто, но я думаю, мы сможем открыть, да. Шиповник я соберу. Шиповник это обезболивающее. Давайте закроем на всякий случай, чтобы там звери лишний раз тут не пробегали. Сейчас убедимся, что мы идем верно. Да, мы идем верно. Становится все прохладней. Уже почти полдень. Can't feel my feet. Не чувствую стопы, говорит Уилл Маккензи. Неужели так холодно? Пока ты еще окей, пока все хорошо. Не знаю, успеем ли мы добраться до нашего пункта назначения до того, как опустится наша температура до критического.
показателя. Там вон волк впереди бродит, поэтому возможно здесь будет рационально использовать факел, а не ружье. Потому что сам по себе волк нам не интересен, нам интересно, чтобы он у нас не напал, потому что сейчас уже реально это будет рискованно. Рискованно смертельно. Давайте я возьму на всякий случай фальшфайр. Если волчонок станет на нас гнать. Так, нам, кстати, надо куда-то туда. Но пока мы идем вроде как вдоль заборчика, вроде как это дорога, то нормально. Где волк? Только не говорите, что он сейчас опять из ниоткуда на меня нападет. Я такое не люблю. Мне не понравилось. Я потерял волка из вида, я не вижу ни следов. Вон там он похож. Да-да. То у нас волк лазит. Или даже два волка лазит. И, по-моему, он заметил кролика или что, потому что так активно побежал туда. Либо он побежал мне на перехваты и сейчас встретит меня здесь у входа в домик. Вот мы, кстати, и добрались. Сейчас я грибы еще соберу. Температура воздуха и время суток нам это позволяет сделать. Потом будем готовить себе грибной узвар. Позже. А это, неужели это... это не тот домик. Я думал, это может быть такой же домик, как был на Загадочном озере, где мы проходили тоже вдоль железной дороги. И останавливались в нем, там, где еще на самом озере целая куча домиков, в которых можно ловить рыбу. Wow. This must have been really nice once upon a time. Из трубы дым не идет, поэтому, скорее всего, этот домик пустой. Никто там не живет, никого там нет. Но сам дом это уже хорошо. Это тепло, место, где есть возможность отдохнуть, пересидеть непогоду, восстановить свои силы и ресурсы в плане починить одежду, что-то поремонтировать. Шиповник мы пособираем позже, если нам это будет интересно. А сейчас отправляемся в дом. Now, to find that spear. В доме почему-то тьма, почему-то темно, поэтому мы включаем свое освещение. Здесь как будто нас кто-то ждал. Здесь прям крольчатина приготовленная. Чашка чайку. Еще одна чашка чайку.
Что здесь произошло? Крекеры вон на полу валяются. Ладно. О еде потом. Еде потом. Сначала мы разберемся, что это такое. Арахисовая паста. Нифига себе. Богато тут кто-то живет. Телефонная будка. Ну-ка. Телефон. Но он сейчас не работает. Я так понимаю, что телефон будет звонить. Когда будет сияние, тогда он будет работать. Здесь тоже целая куча ресурсов. Получается, все, что мы собирали там на станции, это было вообще не обязательно, потому что тут можно пару дней жить чисто на том, что здесь есть. Сразу куча комфорок, можно включить огонь и готовить себе сколько влезет. Сразу на 6 комфорках. Камин. Сломанное копье для охоты. Вот ради этого мы сюда пришли. Damn. Looks like one little detail got missed in the trapper's legend of the old bear. The spear didn't survive the fight. Так, Must я be взял something I can use to копье. fix it in that old machine shed. Здесь, кстати, нам нужно отдохнуть. Отдохнуть, потому что почините копье с помощью кузнечного горна. Кузнечный горн мы видели на авторемонтной станции вот этой вот. Ну, не знаю, кузнечный то горн или нет, но, по крайней мере, там была какая-то крутая. Телефон. Неужели северное сияние началось? Где ты? Кто может сюда звонить? Это было быстрее, чем я ожидал. Сейчас, подождите, я уже бегу. Все, я не успел. Окей. Подниматься наверх, я не знаю, стоит, не стоит. Давайте я повыбрасываю здесь все, потом поднимем. Потом поднимем, значит, самое тяжелое это инструменты. Бросим вот это, бросим вот это. Бросим. Что мы еще бросим? Лампа нам пригодится. Топор. Где топор? У нас был топор. А топора я что-то не вижу. А, вот он. Бросим вот это. Сейчас выбросим еще воду. Вот так, 2 литра бросить. Бросить, бросить, бросить. Бросить. Бросить все. Угу. Батончики тоже здесь бросим. Вот этих 39 штук. Почти 2 килограмма. Бросим. Ага, дрова тоже бросим, бросим. Все это мы бросаем. Сейчас еще вот это вот бросим. Ну все, погнали. Здесь уже мы как бы можем более свободно перемещаться. Посмотрим, что наверху. Что наверху творится. Наверху есть кровать. И все, похоже, и все. Но сейчас еще здесь какой-то сундук. Ну-ка. Hope nobody needs this anymore. Приличные штаны. Ну, штаны-то, конечно, приличные, но у нас, по-моему, получше. И худи это тоже такое себе. Поэтому максимум что это все тряпки. Это тряпки нам не интересно. Патрон. Патрон это интересно.
Поношенная ветровка тоже интересна, максимум как тряпки. То есть наша одежда настолько хороша, что в принципе почти все превращается для нас в тряпки. Повязка хорошо, повязка хорошо. Все, в целом я не буду здесь там обламывать ничего, разбирать. Стоп. Нам нужно поспать для того, чтобы вылечить руку. Но опять же, сейчас собьется график. Мы сейчас днем поспим, а ночью потом что делать? Ладно, погнали. 2 часа говорили спать. Доктор сказал. Что ж, я на этом предлагаю завершить. Мы получили копье. Следующий наш шаг. Мы пойдем его ремонтировать. А между сериями, что я сделаю? Я опять восстановлю все показатели в норму. Скорее всего, переночую здесь. Там поремонтирую одежду, поем, посплю, все будет окей. И мы с вами в новой серии с новыми силами продолжим путь, в котором отремонтируем копье и пойдем на охоту с медведем. Ну, по крайней мере, так все это выглядит на данный момент. Что ж, до новых встреч, дорогие друзья.